Роберт Кийосаки. «Социальный капитал». Прямо сейчас, да, именно сейчас вы стоите на границе. И что важнее, вы уже, возможно, начали проходить тот самый тест, проверку высшего общества. Не удивляйтесь, его никогда не объявляют, о нем не предупреждают. Но именно им определяют, кто, сам того не замечая, уже выбыл. Сегодня я расскажу вам про первый жест, по которому вас читают те, кто действительно важен. Как влиться в высшее общество, пройдя примитивнейший основной тест. Избранные элиты подобные вещи замечают быстрее, чем вы успеваете закончить мысль. Пойдет ли семя истины в плодородную почву вашего внимания, или же засохнет на выжженной тиктоком пустоши? Эта техника поможет вам проявить то, что нарочно проявлять нельзя, как социальный философский камень из Гарри Поттера, но для общения в кругу высших сфер. Господ, для которых привычный вам мир – это всего лишь аккуратно выстроенная декорация, в то время как подлинное действие разворачивается в совсем иных, куда более закрытых кулуарах. Там, где каждое движение уже ответ, а каждая пауза – часть вопроса. Или же разумнее сохранить эту уютную иллюзию, в которой все справедливо, все законно и, что особенно важно, все достижимо каждому. Может, вам стоит остановиться прямо здесь, пока вам еще снится, что ваш мир достаточно хорош? Потому что через несколько мгновений вам приоткроют секрет. Не полностью, разумеется. Это было бы слишком прямолинейно. Мне бы не дали сделать этого открыто на Ютубе. Но я поясню достаточно, чтобы вы уже не смогли смотреть на прежнюю жизнь так же, как раньше. Вам ведь уже случалось это чувствовать, не правда ли? За толстыми стенами вековых шато, на секретных этажах сталинских высоток, куда ведут только частные лифты, существует другая, элитная сцена, другие люди и их правила. И правила эти проверяют вас всегда, ежеминутно. Даже когда вы просто входите в комнату, даже когда произносите первое слово, даже когда выбираете, с какой руки взять бокал. Левой, чтобы не пересекать линию стола, или правой, нарушая невидимую геометрию, которую замечают те, кто привык замечать все, но делать вид, что все хорошо. Даже когда вы делаете паузу перед ответом, как положено в лучших домах Европы, или, напротив, отвечаете слишком быстро и тенденциозно, демонстрируя низкое происхождение, они все замечают. Для людей, знакомство с которыми способно изменить вашу жизнь, вечера в старых венских салонах с эмблемой Клеменс фон Меттерних упоительны только в достойной компании. Этот тест неизменно проходят все, кто хоть раз бывал в парижских гостиной Фобур Сен-Жермен, где под шелест винтажного шелка и тихий звон античного фарфора решались судьбы континентов. Там не задают вопросов напрямую, там только наблюдают, и выводы делают мгновенно. В высшем обществе воздух густеет от невысказанного. Значение кроется не в словах, а в их отсутствии, когда меньше означает больше, а тишина красноречивее самых умных цитат. Где деньги давно перестали быть деньгами и стали чем куда более утонченным, стилем, кровью, правом на вход в нужный круг. И где, к слову, никогда не начинают разговор раньше того, кто имеет на это право.
право первой фразы. Это не приличие, это закон достойного окружения. Сегодня я, снисходя, если угодно, до вашего внимания, позволю себе коснуться того, о чем обычно говорят вполголоса. В кругу, где фамилии не называют вслух, и где каждый новый человек проходит проверку еще до того, как успевает это понять. Я намекну вам на секрет, позволяющий пройти их экзамен, доказать свое достоинство, не проявив истинного мотива. Этого вам не расскажут шарлатаны на жалких лекциях. Такое уж точно не обсуждают в шумных гостиных пентхаусов наивные нувориши. Речь о другом уровне. Не о тех, кто вчера купил яхту и уже мнит себя Медичи, нет. А тех, чьи имена звучат так, будто они пришли к вам прямо из XIX века. На их фоне меркнут Ротшильды. Их дипломатичности позавидовал бы Шарль Морис де Толеран. По их правилам играет даже старая британская аристократия. Это, если угодно, те, о ком предпочитают не говорить вслух, потому что само произнесение уже считается излишним. Те, кто не просто обладает состоянием, а постигает и воплощает превосходство с рождения. Те, чьи фамилии произносят с благоговейным полупоклоном в закрытых салонах Лондона, Нью-Йорка и Женевы. Как влиться в общество тех, кого нужные знакомства делают неприкасаемыми? Словно куда-театр, куда простым смертным вход воспрещен уже несколько столетий. Зная это, вы сможете стать для них своим с первого знакомства. Вы чувствуете, как внутри все замирает? Правильно чувствуете, потому что где-то за кулисами вашей обыденности существует круг успешных людей, куда их допустили не по размеру банковского счета, а почему-то неизмеримо более тонкому и древнему, куда не покупают вход, куда не поступают по контракту, по конкурсу, куда не приглашают за заслуги. Но вы можете попасть туда, зная всего одно правило, проверка на которое обязательно всегда. Не вопросами, не анкетами, чем-то куда более незримым. И вот тут самый неприятный вопрос. Скажите честно, признайтесь, достойны ли вы хотя бы услышать этот намек? Или же вы уже провалили первый этап, там, где требовалось всего лишь не выдать себя? Готовы ли вы пройти тот незримый тест, который может начаться с простого «бонжур» и закончиться молчаливым приговором? Или вы останетесь там, где большинство, среди тех, кто до сих пор измеряет успех цифрами на экране, среди тех, кто искренне верит, что успех – это нули на банковском счете, как это прозаично. Потому что настоящая элита – это не деньги. Как вести себя в кругу людей, что посещают те самые закрытые детские сады и школы вроде Сент-Эндрюс, где ребенок с первой серебряной ложечки впитывает не просто знания, а интонацию существования? Не какой-то шумный демократичный Принстон с его суетливой толпой разночинцев, а истинные, почти священные кулуары, где образование дает стиль мышления, который невозможно подделать, не зная секрет. Где их манеры – это не выученный этикет, это язык, на котором говорят только свои, слегка похрустывая французской булкой, которую не принято доедать до конца. В старом добром стиле «un deux тихемонен», где важен не диплом, а просто пауза, не результат, а способ его не демонстрировать. Потому что демонстрация – это уже тихий провал.
Но безошибочно распознанный теми, чьи семьи уже на вершине. Тем, кому демонстрации противны. Они не показывают богатство, они его проживают, воплощают, тихо, уверенно, впитав камильфо с молоком кормилицы. Так, что даже обычный вечер на террасе в кафе становится событием просто потому, что они незаметно пришли. И да, даже там вы продолжаете проходить их тест. В каждом взгляде, в каждом жесте, в том, как вы держите паузы, микропаузы, когда разговор вдруг обрывается. В том, начнете ли вы говорить первым, когда право сказать вам еще не принадлежит. А все остальные, как печально смотреть на их сверху вниз. Средний класс. Даже те, кого вы, возможно, называете успешными, они так стараются, эти сударыни и судари, они действительно пытаются дотянуться до уровня тех, кто живет в тихой роскоши. Покупают часы за миллион, но часы носят их. Часы сидят на их запястье, как чужой фрак на плечах простолюдина. Заказывают столик там, где ужин стоит, как их годовой доход. Но официанты уже все поняли, потому как они открыли меню для старых денег и потомков аристократии. Это как лакмусовая бумажка. Можно выучить правила, но так и не освоить язык богатых людей. Повторять их жесты, но переигрывать и тем самым выдавать себя. Стараться говорить тихо, но не уметь красиво молчать. И что самое досадное, Бужесног даже не понимают, что их проверили и записали в список тех, кого не принято запоминать. Потому что тест никогда не заканчивается объявлением результата. Он просто прекращает ваше существование в системе наблюдения, и в лучшем случае вы останетесь туристом в мире успеха, где все решается не словами, а тем, что между ними, полунамеками, полуинтонациями, тенью улыбки или стоически ровной бровью. Туристами в пространстве, где мысль должна доказать высокое происхождение перед тем, как оформиться в благородную тишину. И вот здесь начинается самое утонченное. Если вы один из тех немногих, кто сумеет держать себя так, будто уже знает этот секрет, не стараясь, не демонстрируя, не доказывая, они заметят, почувствуют. Потому что тест – это не испытание, это узнавание, признание, как на нюх. Один взгляд, один жест, одна правильно выдержанная пауза, и все, тест пройден. Богатые наследники, вовлеченные в их круг интеллигенты, ученые с мировым именем и прочая обслуга, все те, кто не раз бывал на приеме в посольствах Свазиленда и Монако, вас признают. И признав, такие люди неизбежно возвысят вас. Не из жалости, не из милости, из холодного аристократического понимания, что вы вписываетесь и гармонируете с их вибрацией, что вы соответствуете непередаваемому богатому вайбу и достаточно умны, чтобы знать, как вести себя среди достойных. Если, конечно, вы им позволите. Ваша жизнь изменится практически мгновенно. Такие люди не любят ждать. Как дежур в самом изысканном парижском салоне, двери, закрытые для иных навсегда, распахнутся перед вами. Люди, которых вы видели лишь на страницах закрытых хроник, вдруг будут здороваться с вами по имени.
Вам больше не придется ничего объяснять. Вы станете понятны без слов, как будто вы всегда были среди них. Представьте, если, конечно, ваше воображение способно подняться на такую высоту, терраса в кафе, вечер, воздух пропитан солью и ароматом сверхстарых денег. Вокруг только свои. Никто не хвастается, никто не достает телефон, золото не блестит, жемчуга матовые. Потому что в определенных кругах телефон – это инструмент для дворецкого или элитной секретарши. Он либо отсутствует, либо не существует как социальный объект. Просто легкий, почти музыкальный разговор о том, как яхта в прошлом сезоне обнагнала мыс Горн. И никто не удивляется. Вы не гость, вы продолжение вайба. Естественное продолжение традиции тех, чьи предки добились всего. Такие люди никогда не говорят о достижениях, не пытаются друг друга впечатлить. Они существуют в искусственной простоте. А если скажут о чем-то материалистичном, то не о бизнесе, а о его траекториях. Даже их дети уже знают, как держать бокал с безупречным камильфо, какой тост произнести и не обронить слов раньше хозяина, как позволить тишине завершить мысли, вместо того, чтобы спешить ее закончить словами лести или громкими именами. Потому что их больше не тестируют, они уже внутри системы, и хотят общаться исключительно с теми, кто тоже в ней. Это мир а-ля Вье-Эколь, где не спешат, где не доказывают, не демонстрируют, где просто существуют на другом уровне, где закрытые поселки, институты и фамилии образуют не сообщество, а атмосферу, так и систему, где традиции лежат на столе, словно изысканные шаркутерии на серебряном подносе, точно утонченно и только для посвященных. Это общество превосходит все остальные настолько, что даже сравнивать их несколько вульгарно. В нем нет той мелкой зависти и суеты, которой пропитана жизнь простых смертных. Нет бесконечной гонки, нет необходимости развлекать кого-то и производить впечатление. Там попытки быть интересным собеседником или проявлять харизму считаются непозволительной грубостью. И когда вас принимают, вы перестаете бежать. Вы просто существуете на уровне, где уважение не зарабатывают, а получают по праву рождения и по праву соответствия. Но если вы не знаете секрета и не прошли тест, как это жалко, и что еще хуже, как это заметно. Даже если ваша фамилия звучит прилично, потому что вы заранее сменили ее на более подходящую благородным ушам. Даже если вы уже бываете в хороших домах, они все равно поймут. Один фопа, одна фраза чуть громче, чем следует, один смех чуть дольше нужного, и тест провален. Вас не выбьет. Это было бы слишком грубо. Вас просто перестанут учитывать. И вы окажетесь там же, где и прислуга, где были всегда, среди плебса, среднего класса, среди тех, кто до сих пор верит, что успех – это цифры банковского счета, наивные. Возьмем хотя бы Джека Ма, который сколотил миллиарды на технологиях. Умен, безусловно, может купить все. Приходит на закрытый ужин старой элиты и начинает рассказывать про свои новые планы. Все улыбаются, очень вежливо, разумеется. А когда он уходит, кто-то роняет. Он не прошел. И его больше никогда не зовут. Потому что секрет не в деньгах.
Секрет в том, как эти деньги молчат. Как они существуют с тем самым неуловимым je ne sais quoi, которое невозможно приобрести. Еще один пример – очаровательная Ким Кардашьян. Все на месте, но на приеме позволяет себе чуть больше эмоций, чем диктует хороший тон. И завсегдатаи сразу чувствуют – тест не пройден. Ее мягко выводят из элитного круга общества. Общество только для тех, кто действительно знает толк в закрытых элитных поселках и закрытых частных небоскребах Нью-Йорка. Я говорю, разумеется, не о тех, кто носит вульгарную простушку Биркин, выставляя на показ каждый стежок и каждый логотип. Нет. Я говорю, как понравится тем, кто носит вещи с истинными, почти священными брендами, с аллюром вместо эмблемы. Тихую роскошь, где каждый шов шепчет о превосходстве, передаваемом по наследству, а не кричит о своей цене. Однако показная роскошь иногда все же уместна для того, чтобы продемонстрировать, что вы принадлежите к их обществу. Например, было бы фопа появиться на прессе в отель де Беллай Монте-Карло без сумки Hermes Birkin Гималая из кожи низкого крокодила с платиновой фурнитурой и бриллиантами граф. Ее принято носить под руку, прикрывая чем-то другим. Must-have сезона может быть каким угодно. Например, недавно в Лондоне было не комильфо появляться без сумки Шанель из твердого жаккарда, золотой цепью и замком в форме CC. Ее нужно было класть на колени, когда вы пьете чай в Art Deco Suite Claridge Mayfair. Или, например, клатч Гайяр Плюме из холста с ручной росписью в шевронах, который держит в руке на суаре в Аман-де-Нис. Все это must-have прошлого, которые помогали с одного взгляда понять, можно ли разговаривать с человеком, или же все же не стоит. Для мужчин больше подошли бы часы, например, Patek Philippe Grand Complication с рубином и вечным календарем в корпусе из платины 950. Их стоит застегивать на манжете Bespoke, рубашки Henry Poole Saviro перед входом в Annabelle's. Этих жестов достаточно, чтобы с вами могли заговорить. Запонки Cartier High Jewelry из белого золота с бриллиантами и сапфирами, сверкающие на манжетах смокинга Брунелло Куцанилли на приватном ужине в каком-нибудь Пари-Сосьете, могут намекнуть людям, что вы разбираетесь в том, что носит их круг, а что нет. Образ можно дополнить флаконом Клив Кристиана Пьяль Majesty объемом 500 мл. Конечно же, сам флакон демонстрировать не придется, но запах безошибочно передает, что у вас есть 18-каратный золотой бриллиант, стоящий на туалетном столике где-нибудь в Presidential Suite Hotel de Paris. Ведь вы оставите тонкий, едва уловимый шлейф, от которого кружится голова у всего Mayfair. Где останавливаться, тоже играет роль. Президентский сьют отель де Пари Монте-Карло с мраморными ваннами из карского камня и балконом, выходящим прямо на казино де Монте-Карло, где можно заказать бутылочку 45-го года, это хорошая идея, чтобы влиться в общество. Но было бы лучше проявить скромность. И вместо того, чтобы остановиться где-то на пару ночей, посещать приватный игровой салон
того же казино де Монте-Карло с зеленым сукном, золотыми рулетками и серебряными фишками по 100 тысяч евро штука, где Old Money ставит на зеро просто, чтобы покрасоваться. Некоторые вещи слишком откровенные. Например, часы Richard Mille RM6702 с титановым корпусом и турбионом, легкий как перышко на запястье, где-нибудь в Хельсинки или в Куршавель. Это слишком показательно. Нужно быть более subtle, более скромным. Тихая роскошь – вот настоящий тренд. Например, пальто из викуньи Лоропиана с кашемировой подкладкой, наброшенное на плечи в холле какого-нибудь скромного Клэридже, где каждый стежок кричит «Bespoke Old Money, aloof». Или, может, костюм Брунелло Кушелини из кашемира 14 микрон, сшитый в Умбрии, сидящий как вторая кожа на приватном завтраке где-нибудь в Фабург-Сент-Онор. Разумеется, ваше тело тоже должно быть в форме, ведь у богатых и знаменитых достаточно времени на заботу о самом главном. В то же время перекачаться и сверкать сосками было бы совершенно не к месту. Избыточно атлетичную форму помог бы скрыть смокинг Генри Пул Савиро из черного бархата с шелковыми лацканами и монограммой, надетый где-нибудь невзначай, скажем, на гала в Royal Opera House. Если же вы женщина, вы можете отвлечь внимание от своей фигуры колье Ван Клифф и апрель от Жюлари с изумрудами Колумбии и бриллиантами в технике Invisible, лежащей на декольте, что было бы уместно для той же оперы, но уже менее уместно для суаре в Ля Маис. И, конечно же, старая добрая Art-Deco Сьют Клариже в Лондоне с зеркалами в стиле 30-х и ваннами Оникса, где Mayfair Сет проводит послеполуденный чаи с видом на Брук-стрит. В этом месте вы просто обязаны появиться. Вы уже знаете, что надеть, вы уже знаете, куда прийти. Я могу подсказать лишь парой маленьких мелочей. Было бы уместно заказать столик в Annabelle's Mayfair, приватный, с хрусталем и серебром. Там Бамонт осуждает и обсуждает, кто в этом сезоне совершил самый громкий фопа. Возможно, вы вызовете их интерес своей таинственностью. Особенно, если дадите чаевые, чтобы метр де ресторан подал вам бокалы бакара, Оркру с гравировкой и бутылки Дом Периньон Роз Винтаж 2008 года в ведерке со льдом. Еще было бы здорово иметь яхту в Антибах. Но мы же с вами хотим возвыситься, а не разориться. Если вы женщина, для привлечения внимания подадут серьги граф с 10-каратными бриллиантами в каплевидной огранке. Они качаются в ушах, как будто вы уже идете по красной дорожке Париж Fashion Week. Часы Адерма Пежо, Royal Oak Offshore в карманнике из розового золота, блестящий под солнцем Côte d'Azur на запястье во время Déjeuner sur mer. Это просто пик сезона. Увидев вас в них, старые деньги сразу же поймут, с кем имеют дело. В хорошем смысле. Они поймут, что вы знаете толк и что у вас хороший вкус. Или, как минимум, правильные люди посоветовали вам правильных камердинеров. Понятное дело, что попасть куда-нибудь на суперяхту Федшип с кинотеатром под открытым небом и спа из цельного оникса где-нибудь
на рейде у Некер-Айленд вам не по зубам. Чтобы туда пригласили, нужно уже себя продемонстрировать, попросившись в гости через друзей в Инстаграме. Например, приватное суаре в Пари Сосьете с живыми орхидеями и хрустальными люстрами, где каждый гость – это Le Tout Paris, и никто не допускает никаких, даже малейших отступлений от канона. Где все носят запонки Osprey Bespoke из платины с черными бриллиантами, застегнутые на манжетах. И, кстати, вы можете получить их на память в качестве маленького подарка за посещение Private Members Club в Mayfair. А значит, если у вас есть эти запонки, то вы частый гость этого заведения. Если вы мужчина, дополните образ духами Amouage Reflexion Man. Их можно узнать по филигранному хрустальному флакону с 24-каратным золотом. Ничто, как они, не оставляют шлейф, от которого оборачиваются даже вестибюли Бурж-Аль-Араб. Хорошей ноткой был бы автомобиль Bugatti Le Voiture Noire с карбоновым кузовом и золотыми акцентами, припаркованный где-нибудь у входа в Hôtel du Cap d'En-Roc, где его полируют 2 человека одновременно, за что придется доплатить чаевых. Rolls-Royce Phantom тоже был бы неплох, особенно с эксклюзивным интерьером из шелка Leroy Piana и панелями из редчайшего древесного шпона, мягко шуршащий по гравию подъезда где-нибудь в казино де Монте-Карло, он привлечет внимание самых изысканных посетителей. Оказавшись в кругу избранных, вопросом времени остается, когда они позовут вас в гости, например, на суперяхту Люсен с палубой из тика, вертолетной площадкой и бассейном с подогревом морской воды, где Jet-Set Darling встречают рассвет. Да-да, по-настоящему богатые, старые деньги развлекаются по ночам. Только они могут позволить себе перенести свое расписание на 2-3 часа ночи, потому что днем их не ждет ничего, кроме аристократической скуки. В то время как простолюдины днем работают, а ночью спят. Очень важно днем выказывать признаки недосыпа, депривации сна, а ночью свисти и сверкать, но томно и незаметно, словно под вуалью манер. Вас обязательно позовут в приватный Jet Gulfstream G700 с салоном из кожи Hermes и потолком из Алькантары, где на высоте 15 тысяч метров подают дом Паганьон Розе 2003 года в хрустале Баккара. Или на приватную виллу на Некер-Айленд с собственным пляжем и зимним погребом, где наши старые друзья Jet-Set Darling проводят неделю в полном отрыве от мира, а иногда и здравого смысла, сознания смертных, не совершив, между прочим, ни одного фопа, по крайней мере, о котором было бы известно, ведь они любят молчание. И если вы гарантируете им конфиденциальность и верность, то станете частным гостем в этом обществе. Обязательно приготовьте свои загранпаспорта нового образца. Что может быть хуже, чем иметь загранпаспорт старого образца без биометрии? Вас же не пустят куда-нибудь на виллу, на пляж, помелом, в том же Сент-Тропе. Там есть бассейн Infinity и причал для тендера, где на закате подают устриц, и Крю Гранд Кюве, опять-таки безупречно выполненный лучшими шеф-поварами страны. Даже если вам не нравятся устрицы,
придется изображать восторг, но делать это томно, как будто вы сотни раз ели устрицы, но конкретно эти особенно хороши. В шале Куршавель с частным спуском, кинотеатром и винным погребом на 30 тысяч бутылок наши джет-сет-друзья пьют Шато Марго 1982 года. Особо изысканно было бы заказать столик у камина. Его там нет, но те, кто знают, расскажут вам, что персонал по любому требованию установит столик везде, где вы захотите. Было бы неплохо сказать, что вы побывали в Сьют-Ваман-Венис с видом на Гранд-Канал, где грамморные полы и шелковые обои создают ощущение, что вы в Палазzo XVII века, только с Wi-Fi. Можно пожаловаться на качество Wi-Fi и только тогда упомянуть это место, как бы стесняясь его скромности. Неймдроппинг, упоминание мест и имен – это моветон. Нужно быть крайне осторожным, но в то же время не называя правильные места. Вы не вольетесь в нужный круг. Это как игра, где важно не переусердствовать, но в то же время нельзя упустить шанс. Как же выработать в себе осанку? Этот взгляд, этот неспешный променад по лабиринту настоящей элиты. Как незаметно смотреть на остальных свысока, с той самой приподнятой бровью, слегка, с едва заметной улыбкой превосходства. Как это сделать, чтобы это было незаметно, естественно, непринужденно? Репетиции, друзья. Часы и недели репетиций перед зеркалом, записи видео. Потому что если вы достойны, если вы готовы пройти тест высшего общества, оно возвысит вас. Вас сделают своим в обмен на вашу лояльность, не требуя ее демонстрации на людях, как у каких-то лакеев, потому что вы уже отмечены высоким вкусом, как равный по богатому складу ума. Те, кого вы называете сверхбогатыми, они вовсе не снобы. Снобизм требует усилия, показухи, желания быть признанным. В них же нет ничего подобного. Это первое, чему учит недостойный простым новоришам швейцарский гувернер. Это скорее естественная настройка их среды, тонкая, почти безупречная фильтрация. Среди них остаются лишь те, чье присутствие не нарушает гармонию. Остальных вслух не раскритикуют, но одно их упоминание уже моветон. Как лишний звук, что не должен возникать в идеально настроенном инструменте. Если же вы уже провалили знакомство с представителями элиты, то даже думать о их несправедливости слишком грубо. Это не вопрос морали, это вопрос элитной социальной структуры. Они существуют внутри нее, другие лишь касаются взглядом поверхности. И, как ни странно, вторые почти никогда этого не замечают. Это мудрое, почти священное сохранение того, что действительно ценно. Наследие сприцатуры без ее прямого упоминания. Они берегут чистоту круга, чтобы ритуалы не размывались, чтобы традиции оставались нетронутыми, а адренохрома хватало с избытком. Это забота о наследии старых и сверхстарых денег, которые помнят времена, когда мир еще не был заполнен шумом и дешевой мишурой. Они – истинный хранитель высокой культуры общения, и когда вы становитесь в их ряд,
вы тоже становитесь хранителем этикета. Вспомните Маргарет Тэтчер, ту самую железную леди. Многие видели в ней лишь политика, но немногие понимали, она прошла тест. Не один, хотя не сразу, и вы тоже сможете. Она владела паузой, как интонацией, как присутствием. Она двигалась с тем самым savoir-faire, говорила с нужной интонацией каждый раз, и потому двери открывались перед ее превосходным соответствием. Вы все еще слушаете? Все еще здесь? Это уже само по себе говорит о многом. Большинство давно бы полезло в ТикТок и другие плебейские guilty pleasures, но вы, возможно, из тех немногих, кто способен выдержать это испытание. Потому что тест, как вы уже, вероятно, начинаете понимать, никогда не заканчивается. А значит, в отличие от многих, вам, по крайней мере, позволено увидеть ту самую незримую границу. Хотя все же заметить границу еще не значит быть приглашенным за нее. И потому настоящий секрет нельзя вываливать сразу, как канапе на дешевом приеме за трапезный бокальчук. Его нужно заслужить, нужно выдержать, как шато Савиньон. Нужно прочувствовать всю глубину превосходства тех, кто его хранит. Нужно понять, почему он делает их такими недосягаемыми и одновременно такими притягательными. Потому что, когда ты знаешь весь этот секрет, мир становится меньше, спокойнее, правильнее. Если вы не готовы, что ж, дальше поймут только те, кто, по крайней мере, не нарушает светские апертюди. Как настоящая элита, где каждый жест – это втифу совершенства, а каждый намек стоит дороже, чем вся ваша прежняя жизнь. Секрет уже почти здесь. Почти касается ваших пальцев, но еще не совсем. И в этом вся его магия, вся его власть. И, пожалуй, та самая, едва уловимая разница между теми, кто способен дослушать, и кернью. Существует нечто, господа, нечто такое, что не покажут, ни о чем не напишут, о чем не будут обсуждать в тех салонах, куда впускают по покупке билета. Об этом не напечатают в книжках, что лежат... Тон сменился, понятно. Существует нечто, господа, нечто такое, что не пишут в газетах, не обсуждают в тех салонах, куда впускают по покупке билета, и не печатают в тех книжках, что лежат на витринах у Implicated. Нечто, что передается из уст в уста, из поколения в поколение. Среди тех, чьи имена вы, вероятно, никогда не услышите, потому что их имена не предназначены для ваших ушей. Пока. И прежде чем вы решите, что это очередная иллюзия для наивных, хочу, с вашего позволения, улыбнуться этой вашей простодушной смелости. Ведь именно эта смелость – первая причина, по которой вас никогда больше не позовут в приличное общество. То, что я вам сейчас открою, или, вернее, то, как подведу вас к осознанию этого, ибо это истинное знание, а истинное знание никогда не подается на блюдечке. Это не информация, это ключ. Ключ к дверям, которые вам даже не показывают. И вот что самое поразительное. Эти двери существуют. Они материальны и существовали всегда. За ними мир, о котором вы даже в самых смелых своих фантазиях не подозреваете. Позвольте задать вам один единственный вопрос, от которого зависит все. Все. Вы когда-нибудь задавались мыслью, почему некоторые люди,
Я говорю сейчас не о тех, кого называете богатыми, нет, прошу вас. Не унижайте меня таким сравнением. Я говорю о людях, о тех, кто по-настоящему обладает миром. О тех, чья воля незримо формирует то, что вы называете реальностью. Почему эти люди, причисляющие себя к старейшим фамилиям Европы, тем самым династиям, чьи корни уходят глубже, чем корни большинства государства, в которых вы привыкли жить? Почему эти люди принимают одних и полностью игнорируют других? Почему человек, обладающий состоянием сотни миллионов, может годами пытаться получить приглашение на ужин, на которое человек без гроша за душой, но с определенным чем-то попадает с первого раза? Пора перейти к раскрытию главного из того, что вам нужно знать. Амбиции, мон ами. Амбиции – это признак того, что вам чего-то не хватает. Те, о ком я говорю, не нуждаются ни в чем. Им ничего не нужно, ведь у них уже все есть. И именно это отсутствие нужды и есть первый, самый поверхностный, самый внешний призрак того мира, в который я вас сейчас постепенно, шаг за шагом, неспешно, как подобает всему истинно ценному, буду вводить. Но прежде чем мы двинемся дальше, а мы двинемся, будьте уверены, потому что я еще даже не начинала. Позвольте мне провести одну важную, критически важную дистинкцион между теми, кого вы считаете элитой, и теми, кто являются на самом деле. Вы видите человека с Гуччи. Вы знаете ту вульгарную, кричащую, немилосердно громкую сумку, которую носят жены новориш, дочери нефтетрейдеров и подруги тех, кого называют светскими львицами, в газетах, которые они сами же и читают и издают. Гуччи – это пароль. Пароль в мир, который настоящая элита считает не просто низшим, а конечным. Это метка, по которой настоящие те самые, немногие, мгновенно, с одного взгляда, как опытный орнитолог, определяют породу птицы. Понимают, перед ними человек или тварь дрожащая. Они недостойны их круга. Они никогда не будут к нему принадлежать, потому что тот, кто действительно belong, носит не какой-нибудь Биркин или Гуччи. Он носит Констанс от Hermes, но ни в коем случае не новую, а ту, что досталась от бабушки, с патиной, с историей, возможно, со слюной Никсона, с тем особым запахом кожи, который невозможно подделать, как невозможно подделать время. Или, и это уже совершенно иной уровень, он не носит ничего вообще, потому что ему не нужно ничего доказывать, вы понимаете? Не нужно доказывать. Это ключ ко всему правильному, ко всему возвышенному. И мы еще вернемся к слову «доказывать», потому что именно в нем кроется причина, по которой 99,9% людей на этой планете никогда, ни при каких обстоятельствах не будут допущены даже к порогу того мира, о котором я говорю. Когда вы входите в комнату, любую комнату, но особенно ту комнату, о которой я говорю, вы входите так, как антре, человек, который уже там находится. Вы не входите, вы появляетесь. Вы не пересекаете порог. Порог пересекают те, кого впускают. Вы просто оказываетесь внутри. С тем особенным, почти невыразимым спокойствием, с которым река оказывается в русле. Не потому, что она решила протечь, потому что оно вымыто ее мощью. И ваше появление, заметьте, не входа, появление начинается не с порога, оно начинается еще за порогом, за дверью, в том пространстве, что вибрирует трансцендентно, но которое уже чувствуется кем нужно.
Вы не открываете дверь широко, вы открываете ее ровно настолько, сколько нужно, чтобы пройти, не шире. Потому что открывать дверь шире, чем нужно, это утверждение. А утверждение – это форма насилия. Насилие – это свойство тех, кому не хватает власти. Те же, кто стоит внутри, сразу почувствуют это. Даже не увидят, а чувствуют. Как почувствуют дуновение сквозняка, когда нет ни одного открытого окна. И если вы открыли дверь слишком широко, вы уже проиграли. Вы уже провалили тест, о котором я буду говорить. Тест, который начался до того, как вы вошли. Будьте как радиоволна, которую не слышат, но которая существует всегда и везде. Теперь давайте поговорим о чем-то более конкретном. О местах, которые существуют, но которые для вас не существуют. Вы слышали, конечно, о закрытых поселках, о загородных клубах, gated communities, как говорят те, кто считает себя информированным. Но позвольте мне сказать вам прямо. То, что вы называете закрытым поселком, Рублевка, Барвиха и прочие места, куда пускают по состоянию счета, это не элитные закрытые поселки, это витрины, декорации для тех, кому нужно чувствовать себя исключительным. Настоящие закрытые поселки не имеют названий. Они не появляются на картах. Они даже не охраняются, потому что к ним невозможно подобраться, даже если бы вы знали, где они находятся. Я говорю о жилищных комплексах поместий в Оксфордшире, о домах на берегу Женевского озера и виллах в Премьер-Кот, в Ницце, куда нельзя даже приехать просто так. Вас могут туда позвать, и никак иначе вы там не окажетесь. И звать туда вас будут не за деньги, никогда за деньги. За деньги зовут в те места, о которых вы знаете. А в истинные места, о которых вы не знаете, зовут за принадлежность, за то, что вы свой. А то, что вы свой, определяется не вашим банковским счетом или связями, даже не вашей фамилией. Давайте поговорим об образовании. Вы гордитесь, возможно, своим образованием. Или образованием своих детей. Принстон, Харвард. Но перед этими людьми, перед теми, о ком я говорю, упоминание Принстона, Харвардов или какого-нибудь МГУ – это как прийти на прием к Гойе и сказать, что ваш любимый художник – тот, кто рисует карикатуры в метро. Не потому, что Принстон плох. Нет, он вполне софистиентен для тех задач, которые обслуживают низшие слои, для подготовки компетентных исполнителей. Но для лидеров существует совершенно иная система. Сент-Эндрюс, но не тот Сент-Эндрюс, о котором вы слышали, нет. Тот, куда пускают через агентство по поступлению за 40 тысяч фунтов, это ширма. Я говорю о внутреннем Сент-Эндрюс, о том круге, куда попадают через определенные семьи, через рекомендательные письма, написанные ручкой стоимостью московскую квартиру, от руки на личном бланке с сургучевой печатью, которая не является ни государственной, ни корпоративной, а системной, семейной. Или Леозе в Швейцарии, институт Леозе, где обучение в день стоит больше, чем вы, вероятно, заработаете за 10 лет. Но дело вовсе не в стоимости. Дело в том, что туда не берут. Туда приглашают. И разница между берут и приглашают – это самая пропасть, о которой я говорю с самого начала. И вот здесь, именно здесь я хочу сделать одно замечание, которое вы, возможно, пропустите, но которое пропустить нельзя. В Леозе, в том самом, куда приглашают и не берут, есть предмет, который не значится ни в одном учебном плане. Он не называется этикет. Он не называется манеры или служба сатане. Он не называется вообще, потому что чем там учат, не имеет названия.
Название означает, что это можно выучить. А то, чему учат, нельзя выучить, можно только впитать или почерпнуть из этого видео. Но одна из вещей, которую там впитывают через месяцы, через годы, через тысячи повторений в ситуациях, которые кажутся обычными, но иногда и обычными не являются, это то, как стоять. Вы думаете, вы умеете стоять? Нет, вы не умеете стоять. Вы стоите, как стоят все. Вы переносите вес. Вы ежитесь, вы раскачиваетесь, скрещиваете руки, кладете руку в карман. Вы делаете что-то. А стоять, в том смысле, в котором стоят элиты, это не делать. Не делать ничего, просто быть вертикально. Но вертикально в том особенном смысле, который я могу описать только так, как стоит колонна. Колонна не стоит, она существует в вертикальном положении. Она не переносит вес, она возвышает его. Она не удерживает себя, она удерживает то, что на ней стоит. И когда вы стоите не стоя, а существуя вертикально, те, кто видит, чувствуют это, не видят, но чувствуют. Как чувствуется разница между комнатой, в которой есть колонна, и комнатой, в которой стоит человек. Колонна – часть архитектуры, человек – гость. А гость – это тот, кто может уйти. А тот, кто может уйти, не нужен. Кто не нужен, тот не свой. Вы понимаете, куда я веду? Пониманию того, что даже ваше тело, ваше собственное тело должно говорить не о том, что вы здесь, а о том, что вы всегда были здесь. И это не поза, это состояние. И оно воспитывается. Воспитывается годами, стенав таких мест, о которых я говорю. И те, кого оттуда выпускаются с этим состоянием, вросшим в мышцы, кости, сухожилия. И вы со своим обычным состоянием, вы перед ними как человек, который говорит на неправильном языке. Они не понимают ваших слов. Они не понимают, что язык неправильный. Они чувствуют, что что-то не так. И это уже приговор. Теперь о ритуалах, о традициях, о том, что я называю социальными институтами того мира, в который вы, возможно, однажды окажетесь допущены. Вы, вероятно, думаете, что светские приемы – это фуршеты с шампанским и канапе. Но молча. Нет. Светский прием – это не черный край из России. В первую очередь, это скрупулезно выстроенный ритуал, каждая часть которого имеет значение, каждая часть которого является тестом. И заметьте, не тестом для того, кто его проходит, тестом для того, кто его проводит. Потому что тот, кто проводит прием, испытывает не вас, он испытывает себя, свою способность распознать приемлемых людей и отторгнуть филистеров, свой вкус, свой нюх, свой инстинкт. И если вы, слушающие меня сейчас, думаете, что на таком приеме важно быть интересными, остроумными, красивыми, образованными, вы чудовищно ошибаетесь. На таком приеме важно быть невидимым. Невидимым в том самом особенном смысле, который я постараюсь вам объяснить. Вы должны быть настолько комт, насколько неотразимо спокойны можете быть. Настолько лишены тут амбицион, любой попытки понравиться, что ваше присутствие само по себе становится заявлением. Заявлением о том, что вам не нужно кому-то нравиться. Если вам не нужно нравиться, значит вы уже почти в кругу, потому что единственный человек в комнате, которому не нужно понравиться, это тот, кто в этой комнате как у себя дома. Понимаете, куда я веду? Я веду вас к пониманию того, что секрет – это не действие. Секрет – это отсутствие действия, это воздержание. Это то, чего вы не делаете. Благородно, но не демонстративно.
И те, о ком я говорю, те, кто составляет настоящий, не мнимый, не выдуманный и окрашенный глянцем, а настоящий высший свет, они чувствуют это. Как австрийская гувернантка чувствует страх провинившихся инфантов. Как породистый золотой скакун чувствует неуверенность всадника. Они это чувствуют. Если вы, стоя перед ними, совершите хотя бы одно действие, одно лишнее движение, неуместное слово или даже взгляд, в котором будет читаться желание, вы потеряете все навсегда, потому что второго шанса не существует. Никогда не существовало. И это не жесткость, не жестокость, это эстетика. Эстетика отбора. И она прекрасна. И здесь я буду говорить о том, что вы, возможно, сочли бы незначительным, о рукопожатии. О том, как вы пожимаете руку. Вы думаете, рукопожатие – это просто рукопожатие? Нет. Рукопожатие – это первый акт драмы. И если первый акт провален, пьеса окончена. Занавес. Аплодисментов не будет. Как пожимают руку в том мире, о котором я говорю? Рука подается, не протягивается. Как подают что-то ценное, не вперед, слегка вниз. Не потому, что тот, кто подает ее ниже, нет, потому что подача вниз – это жест доверия, это жест, который говорит: «Я открываю себя, я показываю тебе свою уязвимость, ладонь, запястье, и доверяю тебе не сжать ее слишком сильно». Потому что сжать слишком сильно – это агрессия, сжать слабо – это презрение, а сжать правильно – это не сжимать вообще, это принять. Принять руку другого так, как принимают руку танцевальный партнер, не хватая, не ежа, а касаясь. Коротко, сухо, точно, как ключ в замке. Один раз, и все встанет на место. И потом, и это критически важно, рука убирается, не отдергивается, убирается спокойно, естественно, как вода убирается с берега без следа, без остатка, без воспоминания о прикосновении, потому что прикосновение было, но оно не оставило следа, словно ветер или свет, как все, что по-настоящему элегантно. Если вы, пожав руку, продолжаете держать руку другого, даже доли секунды, даже мгновение дольше, чем нужно, вы уже мертвы, социально мертвы. Никакого страха. Эмоции – это свойство тех, кого можно ранить. А того, кого можно ранить, нельзя воспринимать всерьез, потому что успешный человек неуязвим. Позвольте мне теперь привести пример. Реальный пример. Или, вернее, пример, который я имею право вам привести, потому что он достаточно близок к вам. И достаточно далек от опасных тайн, чтобы быть произнесенным вслух. Несколько лет назад, я не буду называть ни имен, ни мест, потому что это не важно. Важно лишь одно. Один молодой человек, происходящий из совершенно обычной семьи, без связи, без состояния, оказался на приеме после конференции представителем от предприятия, на которое он работал. Он оказался на приеме. В комнате находились люди на расстоянии 2 рукопожатий от тех, чьи решения влияли на судьбы стран. Буквально. Я не преувеличиваю. Не для красного словца. Буквально стран. И этот молодой человек сделал всего одну вещь. Он не пытался с ними поговорить. Он не пытался понравиться. Он не пытался произвести впечатление. Никакого корпоративного нетворкинга. Он стоял у единственного оригинала картины с бокалом, который почти не допил, смотрел как бы вдаль. И на его лице было выражение, которое я могу описать только одним словом. Ennui. Скука. Благородная. Культивированная аристократическая ennui. Не та скука, которую испытывает человек, которому скучно. Нет. Та скука, которую испытывает человек, которому все равно. Потому что ему не нужно ничего от этого мира.
И один из присутствующих, чье имя вы бы узнали, если бы его тут произнесли, но не произнесут, подошел к нему и сказал: «Вы компаньон, не так ли?» И молодой человек ответил не слишком быстро, потому что отвечать слишком быстро – это признак идеальной нужды и желания угодить. Это конец. Он ответил с легкой, едва уловимой паузой. Bien sûr. И все. С этого момента его жизнь изменилась. Через 3 дня его начальнику позвонили. Через год он уже регулярно бывал там, где нет Биркин и Принстон, нет Рублевки. Там, где есть лишь то, чего плебеи не могут себе представить. И причина не в том, что он был умен, не в том, что он был образован. Причина в том, что он выглядел как свой. Не делал того, что делают все простолюдины, а все они без исключения что-то делают. Они лезут из кожи вон, они нервничают, стараются, они демонстративно стремятся быть вежливыми и угождать превосходящим личностям. И именно это стремление, сатанви, и есть та метка, по которой их распознают и отбрасывают. Отбрасывают с тем особенным изяществом, с которым отбрасывают породистым гончим что-то несвежее с сервировочного стола. Не с гневом, не с презрением. Нет, презрение – это слишком сильное чувство, а настоящая элита не тратит сильные чувства на тех, кто не стоит траты, а с тем спокойным, тихим равнодушием, которое в 1000 раз страшнее любого презрения. Потому что презрение – это форма внимания, а равнодушие – это отсутствие внимания. Вы для них перестаете существовать. И это, господа, и есть единственная истинная смерть в мире высокого класса. И заметьте, то, что важно, он не стоял у окна, не в центре комнаты. Центр комнаты – это поле битвы. А тот, кто выходит на поле битвы, уже объявил себя воином. А воин – это тот, кто сражается. Сражаться значит, что у тебя есть враг, у которого что-то есть, тебе что-то нужно, потому что те, кому все уже и так принадлежит, врагов не имеют. Враги они только для тех, кто не наверху, не у стены. И, кстати, к стене он тоже не стал, потому что стена – это убежище, а прятаться – это признак страха. Живопись – это граница. Граница между внутренним и внешним, между тем миром, в котором вы находитесь, и тем миром, который находится снаружи. И стоя у картин, вы говорите не словами, а положением тела. Вы говорите: «Я нахожусь на границе, я могу остаться, я могу уйти, мне все равно». Это не апатия. Это то особенное состояние, которое французы называют «деташмон». Отрешенность, но отрешенность не от светского мира, а от нужды в благородстве. И стоя у предметов искусства, вы делаете важнейшую вещь, вы не смотрите на тех, кто в комнате. А те, кто в комнате, смотрят тем временем на вас, потому что вы единственный, кто не смотрит. И в этом мире тот, кто не смотрит, тот, на кого смотрят. Тот, кто не ищет внимания, а кто, не заботясь, приковывает его. Он как тишина, которая заставляет слушать. Он и есть истинный победитель. Позвольте мне теперь рассказать вам еще один пример. Женщина, секретарь владельца транзитной компании. Не представитель, нет, это слишком очевидно и публично. А кто-то из тех, кто стоит за менеджментом. Я опять не назову имени, но скажу, что она была из семьи, которая не имела ни денег, ни связей. Ну, кроме одного – швейцарского такта. Этого у нее было в достатке. Воспитание, которое она получила не в школе, не в университете, нет, она вызубрила его сама.
Оказалась она рядом с человеком, который был, скажем так, одним из самых инфлюент людей в европейской политике. И он заговорил с ней. Не потому, что заметил. Он не замечал. Он вообще никого не замечал, потому что она оказалась рядом случайно. Или не случайно, потому что в том мире случайностей не бывает. А если кажется, что бывает, значит, вы не видите причин. И он заговорил. И она ответила. Ее ответ состоял из 3 слов. 3. Но эти 3 слова были сказаны с той особенной интонацией, которую я могу описать только так. Будто бы она не отвечала, а констатировала. Будто она не говорила, а существовала рядом с его словами. Без согласия, без несогласия, без эвалюацион. Просто рядом. И он замолчал и посмотрел на нее, и в этом взгляде. Я видел этот взгляд, я была там, я стояла в 3 шагах от них. В этом взгляде было что-то, чего я не видела. Ни до, ни после. Узнавание. Он узнал в ней незнакомую, не профессионала, не женщину. Он ошибочно, но все же признал в ней принадлежащую к высшему кругу. Как узнают запах родного дома. Несознательно, подсознательно. И уже через неделю она получила первое приглашение. А через месяц новую должность. Сейчас она там, где принимают ключевые решения. Там, где власть. Там, где тот мир, о котором я говорю. И причина 3 слова. 3 слова, сказанные без интонации, без стремления, без желания. 3 слова, которые были не ответом, а присутствием, наличием, фактом. И это, сударь, и есть тест. Тот самый тест, к которому вас готовили все это время. Тест – это не вопрос, это ответ на отсутствие вопроса. Это то, как вы ведете себя, когда с вами не взаимодействуют, когда вас не замечают, когда вы находитесь в слепой зоне внимания. И делаете ли вы в этой слепой зоне что-то, что выделяет вас, или остаетесь невидимыми, как воздух, как свет, как тишина в пронизанной лучами пыльной библиотеке Оксфорда? И если вы остаетесь невидимыми, вы прошли. Если вы сделаете хоть что-то, хоть одно микродвижение, направленное на то, чтобы вас заметили, вы провалились навсегда. Теперь я хочу поговорить о том, что может показаться вам неожиданным. О Маргарет Тэтчер. Конец ознакомительного фрагмента. Продолжение смотрите на Патреоне в разделе «Платной подписки».